Приветствую всех на канале «Горизонт событий». На днях Челябинск накрыл мощный ливень с грозами и сильным ветром, который привел к масштабным подтоплениям в городе. Ливневая канализация очередной раз не справилась с потоком воды, превратив улицы в реки. Пик непогоды пришелся на утренние часы. Особенно сильные подтопления наблюдались в Металлургическом районе и на привокзальной территории. Местные жители сообщали о плывущих автомобилях, подтопленных трамвайных путях и пешеходных зонах, превратившихся в озера. Проблема с ливневой канализацией остается одной из главных причин таких потопов. Забитые ливневки не справляются с большим объемом воды, что приводит к регулярным подтоплениям даже после умеренных осадков. А местами ливневки и вовсе отсутствуют. В этот раз стихия застала врасплох не только коммунальные службы, но и автомобилистов, многие из которых оказались в пробках из-за затопленных дорог. По данным местных СМИ, в результате ливня пострадали не только дороги, но и дачные участки в пригороде Челябинска. В Копейске, например, град побил посадки, уничтожив урожай яблонь, помидоров и картофеля. Как перейти эту реку, я вообще не представляю. Течение сильное, оно очень сильное. И я даже не знаю, как это все перейти. Вчера два мощных торнадо пронеслись вблизи Белгорода, нанеся значительный ущерб городу-строителю и поселку Новосадовому. По сообщениям очевидцев и данным местных СМИ, два торнадо сформировались в районе Белгородского и Яковлевского районов около 15 часов. Вихри были кратковременными, но разрушительными. В городе Строитель повреждено несколько жилых домов, сорваны крыши, повалены десятки деревьев. По предварительным данным, пострадали не менее 10 частных домов, а также несколько автомобилей. В поселке Новосадовый зафиксированы аналогичные разрушения, повреждены крыши, заборы и линии электропередач. Местные жители сообщают о перевернутых теплицах и разбитых окнах. Смерть прошел. — 12 июня во Владикавказе прошла гроза, сопровождавшаяся сильным дождем и шквалистым ветром. Скорость ветра, по оценкам синоптиков, достигала 23-25 метров в секунду. Ливневая канализация в некоторых районах не справилась с объемом воды, что привело к затоплению улиц, особенно в низинах. Жители сообщали о серьезных проблемах на улицах Московской и Гухкаева. Сильный ветер повалил деревья, которые перекрыли несколько дорог. В ряде районов зафиксированы повреждения кровель и рекламных щитов. В пригородах пострадали теплицы и сельхозугодья. Из-за обрывов линий электропередач в нескольких микрорайонах возникли временные перебои с электричеством. Местные власти сообщили, что ситуация находится под контролем, коммунальные службы работают над устранением последствий. На Анадырском лимане в пятницу начался ледоход. В первой половине дня на льду напротив морского порта появились глубокие трещины, подвижки наблюдались и вдоль берегов, ото льда освободилось и устье реки Казачки.
Во второй половине дня лед сорвало, и в середине лимана началось интенсивное движение. 11 и 12 июня в Сагдийской области Таджикистана прошли мощные ливни с градом. Погода резко ухудшилась из-за высокой температуры и нестабильных атмосферных условий, которые и привели к формированию грозовых фронтов. В Шайдоне, Вашском районе, град нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству. Местные фермеры сообщают, что значительная часть урожая абрикосов, одного из ключевых источников дохода в регионе, была уничтожена. По предварительным оценкам местных жителей, потери урожая могут составить до 50-70% в некоторых хозяйствах. Также пострадали другие культуры, включая овощи и виноград. Град повредил не только плоды, но и сами деревья, что может сказаться на будущем сезоне. В Адрасмане, в Гулистанском городском округе, ливни вызвали паводки, затопившие ключевые дороги, что временно ограничило доступ к некоторым населенным пунктам. Сообщается о повреждении мостов и дорожного покрытия потоками воды. В некоторых районах Сагдийской области возникли перебои с электричеством из-за повреждения линий электропередач. Ряд департаментов региона Нормандия на северо-западе Франции пострадал от сильного града, сопровождавшегося ливнями и шквалистым ветром. По данным метеорологических служб, 13 июня в Нормандии сформировались мощные грозовые фронты, вызванные столкновением теплых и влажных воздушных масс, что способствовало образованию крупных градин. В большинстве департаментов наблюдался град размером до 2-3 см в диаметре, но отдельные градины достигали даже 5-7 см. Стихия затронула департаменты Кальвадос, Орн и Манш, с наиболее сильными осадками в районах городов Кан, Давиль и Мон-Сен-Мишель. Сельскохозяйственный регион понес значительные убытки. В Кальвадосе град повредил яблони, используемые для производства сидра и кальвадоса. Фермеры сообщают о потерях урожая до 30-50% в некоторых хозяйствах. В городах Кан и Давиль зафиксированы повреждения кровель домов, теплиц и стекол в зданиях. Также пострадали от града и ветра уличные навесы и рекламные щиты. В районе Мон-Сен-Мишель, одной из главных достопримечательностей региона, временно приостановлены экскурсии из-за погодных условий. Под закрытие попали и пляжи Давиля и Трувиля. Ils sont chez Baptiste. Wow. Mais Sarah quoi aime bien ce machin parce que je passe. Wow. Oh my god. Wow. Oh my god. Wow. 12 июня в районе Ломас-де-Сапопан, престижного жилого района Сапопана, входящего в агломерацию Гвадалахары, начался шторм с ливнями и сильным ветром. Сильные дожди привели к затоплению улиц, особенно в низинных участках. Ливневая канализация не справилась с объемом воды, это привело к затоплениям и пробкам на автодорогах. Шквалистый ветер повалил деревья и рекламные конструкции, некоторые дома лишились крыш. В ряде районов Сапопана, включая Ломас-де-Сапопан, отмечались перебои с электричеством из-за повреждения линий электропередач. В прилегающих сельских зонах Халиска столкнулись с повреждением посевов
прошедшим градом. Особенно сильно пострадали фруктовые сады. Официальных данных о пострадавших или масштабах ущерба нет. Власти штата Халиско проводят оценку последствий. Городские службы уже начали работы по устранению завалов и восстановлению инфраструктуры. – 13 июня остров Люцюи, расположенный у юго-западного побережья Тайваня, оказался под ударом тропического шторма Вутип. Согласно данным гидрометеорологической станции провинции Тиньцзянг, шторм, сформировавшийся в Восточно-Китайском море, 11 июня вошел в центральную часть Южно-Китайского моря. К 13 июня центр шторма находился вблизи юга острова Хайнань. На Люцюи шторм принес ливни, порывистый ветер и волны высотой 4-6 метров. По всему острову наблюдаются поваленные деревья. Поврежденные линии электропередач вызвали перебои с электроснабжением в некоторых районах. Сообщается о локальных затоплениях на низменных участках острова. Дренажные системы не справляются с объемом осадков, что привело к скоплению воды на дорогах и в жилых зонах. Из-за высоких волн приостановлено паромное сообщение между Люцюи и портом Дунган. Малым судам запрещен выход в море. Шторм Вутип принес сильные осадки и в столицу китайской провинции Фуцзянь, город Фучжоу. За 30 минут выпало 77 мм осадков, что эквивалентно месячной норме для некоторых регионов. Высокая интенсивность дождя вызвала перегрузку ливневой канализации. Это привело к затоплению ключевых городских магистралей. Затоплены основные дороги Фучжоу, включая районы Гулун и Цаншань. Низменные участки города, такие как районы вдоль реки Минцзян, пострадали сильнее всего. Вода местами достигала уровня 30-50 сантиметров. Тропический шторм Вутип, активный в Южно-Китайском море, вызвал обильные осадки и в Лаосе, включая провинцию Салаван. По данным вьетнамских метеостанций, скорость ветра в наиболее пострадавшей южной части страны достигала 62-74 км в час с порывами до 10 баллов. Реки в провинции Салаван, включая притоки Меконга, переполнились, затопив низменные районы. Жилые зоны, особенно в городе Тоумлан и окрестных деревнях, оказались под водой. Наводнения повредили целый ряд дорог, включая участки, соединяющие Салаван с соседними провинциями. Также пострадали мосты и дренажные системы. Салаван, известный своими рисовыми полями и фруктовыми садами, понес серьезные убытки. Под водой оказались значительные площади полей, внушительная часть урожая уже потеряна. В пятницу, около 13 часов 52 минут по местному времени, на железнодорожном переезде БНСФ на Лагрейндж-Роуд в Лагрейнже, в штате Иллинойс, грузовой поезд, следовавший на запад, столкнулся с полуприцепом грузовика.
Причина, по которой грузовик оказался на путях при активированных шлагбаумах, световых и звуковых сигналах, пока не ясно. Расследование проводит полиция Лагрейнджа и БНСФ. Авария заблокировала все 3 ветки железнодорожных путей, что привело к полной остановке поездов между станциями Фэрвью-авеню и Бервин. По данным полиции, водитель грузовика, локомотивная бригада поезда, а также пешеходы не пострадали. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 14 июня в 3 часа 35 минут по местному времени в районе Курильских островов. Эпицентр находился примерно в 428 километрах восточнее города Курильск. Глубина очага составила 10 километров. По данным сейсмологических центров, максимальная интенсивность толчков в населенных пунктах составила 1 балл. Угроза цунами отсутствовала. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.